Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас беседа с Татьяной Викторовной Жовтан, оравилицей старшего поколения. И тема нашей сегодняшней небольшой встречи – это психическое существо. Очень важная концепция в философской системе и в йоге Шри Ауробинда и Матери. Татьяна Викторовна, расскажите нам, насколько возможно, есть ли у вас контакт с психическим существом, и было ли это всегда у вас, и поделитесь своими представлениями об этом. Я надеюсь, что можно рассказывать все, что я просто чувствую и знаю, Конечно. а не то, что надо. Нет, конечно. Хорошо. То, что вы посчитаете нужным. Хорошо. О психическом существе говорить вообще не принято, не воспитано. И лучше об этом не говорить, потому что в своих работах, вопросах и ответах матери, когда ей задавали ашрамские дети вопрос по поводу психического существа, она говорила, что опыт лучше не рассказывать. Можно делиться, можно пользоваться им, но рассказывать об этом не стоит. Потому мне даже не знаю, с чего начинать, что рассказывать. Поделитесь, чем вы считаете возможным. Тогда я буду рассказывать не о психическом существе, а буду рассказывать по поводу того, каким образом я обратила внимание на что-то внутри, которое можно было бы, может быть, назвать психическим существом. Это все как бы проявляло себя с детства, но дать объяснение этому я смогла, конечно, через многие-многие годы и десятилетия, потому что в то время я рождения 1955 года. Значит, мое детство сознательное – это 60-е годы, 70-е. И тогда никто на это не обращал внимания, или начинать говорить о каких-то опытах, которые ты испытываешь в детстве, несмотря на то, что у меня родители были врачами, не было необходимости даже. И как-то вот негласно все было, как бы молчаливый договор, что мы об этом просто не говорим. Я делилась с этим только со своей сестрой, старшей. Она старше на 2 года меня. И начала понимать то, что происходит, только после того, как это был 60, наверное, 5-й или 66-й год, когда была издана книга, которую многие люди моего поколения, которые интересуются Индией, конечно, знают. Индийские йоги, кто они? Это была замечательная первая книга, да. которая как бы нам открыла возможность, как бы говорить хотя бы об этом. И вот это был как раз 60, наверное, 5-й год. Я не могу сказать, что я уже читала эту книгу, но она у нас уже была дома, потому это было первое ощущение того чуда просто. Когда я выбежала из дома, и у меня сразу же за калиткой, то есть заборчик такой, это было Забайкалье.
Читинская область. И побежала летом на свое любимое место в лесу, там березки, сосны, ели. И вдруг увидела цветок, который называется у нас как бы ургуль назывался. Я не знаю, как он называется на самом деле, но он очень маленький, сиреневый такой. И я остановилась около этого цветка, который прямо около дерева, около ствола дерева, и начала, присела и улетела. Ну, просто это была такая красота, и вот он, мне казалось, что он просто у меня вот на глазах вот это вот распускаются вот эти. И произошел какой-то контакт, я не знаю, что это сейчас я могу сказать, да, это было, произошло то-то, то-то. Тогда я просто просидела перед этим цветком, наверное, не знаю сколько времени. Я просто сидела и ощущения созерцала и времени не смотрела. было. Я не знаю, сколько времени прошло. Но это то, что как бы первое, которое мне откликнулось, непонятное, что-то странное внутри. Это была полная тишина, это было просто спокойствие. Все. Ну, и тогда, когда я пришла в себя, ну, как бы все нормально. Я не знаю, каким-то образом это осталось внутри. И эта книга, потом разговоры о том, что вот Индия, там есть, и вот, оказывается, какие-то еще другие книги были, уже в это время издавались. Значит, говорились, мы с мамой говорили о звездах, еще о чем-то. А у меня все время было внутри вот это ощущение вот этого присутствия. Ну, как присутствие цветка, я так называю. И это произвело определенное впечатление, не то что впечатление, но это очень, ну, то, что изменило мою жизнь. Я не, с другой стороны, может быть, и изменило. Вы упомянули, что вы делились своими впечатлениями со старшей сестрой. Да. Она отзывалась на ваши слова? Она имела подобный опыт? У нее не было подобного опыта, но ей бы очень нравилось то, что я рассказывала. А рассказывала я иногда какие-то полные... Ну, фантазерка я была всегда в детстве. Я и раньше ей всякие сказки рассказывала, и потому она меня слушала. Несмотря на то, что она была старше и умнее меня намного. Как бы ее считали чуть ли не там вундеркиндом, она там. А я так как бы попроще. Но ее доверие для меня, и вот и вопросы, и возможность с кем-то поделиться, это была самая главная для меня поддержка. Да. Скажите, в контексте вашего опыта с психическим существом, или как угодно можно назвать это, были ли у вас какие-то реализации или прорывы в сознании, или достижения нового уровня понимания, какие-то события или просветления, если вы можете хоть чем-то поделиться? Я не думаю, что всем надо делиться, ссылаясь на то, что я говорила в самом начале, но да. Это сейчас, я не знаю, на камеру об этом говорить. Дело в том, что это очень тяжелый опыт. Он связан с трагедией. Потому что
накануне этой трагедии, как бы у меня уже был один раз такой намек на то, что я как бы вроде бы знаю что-то вперед. Там какая-то девочка должна была приехать, подружка моей старшей сестры, и я им, не зная ее, я сказала, что я ее видела во сне, и описала, как она выглядит. Ну, все, мне 12 где-то, 11, а им 14-15. Так на меня, ну, ты чё? Ну и все же уже начитались эти йоги, всякие там еще какие-то книги. Да. Но произошла трагедия, то есть погибла моя мама. Мне было 12. Мы были у дедушки с бабушкой. Это были летние каникулы. Сегодня 8. Вчера была годовщина. Значит, я не могла, пришла телеграмма, что мамы нет. Я сказала, что я не верю, этого не может быть. А ночью мне приснился сон. Мама сказала, что Танечка, я не умерла. Мы с тобой встретимся. Это только тело. Не обращай на это внимания. Мы увидимся с тобой в Гималаях. Ну, как-то так. И тогда я сказала всем своим папе, родственникам, сказала, я не верю, что мама умерла, но я не стала настаивать, потому что меня бы начали, наверное, лечить. Но через много-много лет, буквально лет 10 тому назад, может быть, нет, 10, время бежит, я точно помню, в 2006 году. Только в 2006 году я попала в Гималаи. А до этого я как бы утешилась тем, что мы обязательно встретимся. Потом я уже читала о всех, о перерождении, о теории того, что души приходят и уходят. Ну, где-то там под коркой живут. Это ощущение. И это послужило причиной как бы того, что я знала, что я обязательно должна попасть в Индию. И естественно, что я начала искать литературу и читала много, и искала, и когда ко мне пришло знание о Шри Ауробинду, его учении, и знание об Ауравиле, тогда, естественно, у меня в памяти всегда было, что я должна попасть в Гималаи. Но приехав в Индию, в Ауравиль в 90, то есть выехав в 91 году и прилетев в Дели 1 числа 1992 года, я приехала в Ауравиль, а не в Гималаи. И долгие годы была в Ауравиле и знала, что надо ехать в Гималаи, но не ехала.
В 2006 году я все-таки поехала в Гималай, и с первого момента, как только мы начали подниматься в горы, я понимала, что ну, я, наверное, должна встретиться с мамой. Ну, время, наверное, уже пришло. Наверное, она там где-то переродилась. Произошло все совершенно по-другому. Это был очень интересный опыт, который... Я не знаю, как это назвать. Я не берусь его объяснить. Мы были на горячих источниках от Нагара Маникаран. вниз. Как это? Маникаран. 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 мы были. И дочка мне говорит, ну, мам, хочешь пойти окунуться в горячие источники? Да, хочу. Нет, да, хочу. Мы приходим туда, в эту пещеру заходим, там спускаемся, это пар идет, все. И люди там все купаются, эти сикхи. Не, ни за что. Я не пойду. А хожу и думаю, ну, наверное, что-то должно все-таки произойти. Ну, мысль здесь все время как бы крутится. И мы остановились в каком-то там отеле, сидим или завтракаем, или ужинаем, не помню уже, как это было. И дочка мне вдруг говорит, мам, ты знаешь, эта хозяйка говорит, что у них есть тут комната, где бьет ключ, ну, они там моются. Я говорю, о, именно это мне и надо. Я с удовольствием туда пойду. Там никого не будет? Он говорит, никого там не будет. Там, правда, темно совершенно. Там где-то какая-то свечечка стояла. Я говорю, ну ладно, вы кушайте, а я пойду. Тихонечко. Сейчас, пока вы кушаете, я захожу туда. Никого нету. Мне сказали, свечка, вот закройтесь это. Вот такой квадратик метр на метр, наверное. И вода горячая там такая вот. Вот здесь холодненькая. Вот здесь вот можешь это. Ну, я говорю, о, интересно. Надо попробовать, что такое. Ну вот и все. Первая кружка воды, которую я взяла из этого источника, вылила себе на голову. Здравствуй, мама. Мы встретились. Это источник из Парвати. Смерти нет. Больше нечего добавить к этому. Вы снова не ездили в Маникаран после 96-го года? Нет, это невозможно повторить. Это вообще Я вышла, я не знаю, ну, я недолго, наверное, потому что я сама вышла, за мной даже никто не пришел. Я еще, да, ну все, нечего больше сказать. Я понимаю, да. Скажите, вы могли бы поделиться какими-то мыслями или деталями своей каждодневной практики? Ой, нет, какая практика? Вся жизнь. Вся жизнь — это практика. Как-то вообще, вот, дело в том, что я удивлялась, когда я приехала в Броварь, мне говорили, ну вот мы сейчас попрактиковались, а теперь мы будем, идем посидим, поболтаем. Когда я болтаю, я тоже, это и есть то, что меня невозможно разделить. Это вообще невозможно просто разделить. Если кто-то может разделить, отделить молоко от воды смешанных, ну, пожалуйста, я не собираюсь, потому что это для меня как воздух, как дыхание. Есть ли в вашей жизни дефис практики
какие-то серьезные трудности, проблемы, которыми вы могли бы поделиться? Нет, трудности в жизни есть. В практике У кого их нет? В практике их нет. Трудности в жизни, они возникают, они толкают, они сподвигают, они помогают, они тянут, они подталкивают, они только для того и существуют, чтобы был какой-то прогресс. Нет, пожалуйста. Всё. Нет, для меня, когда меня спрашивали там еще лет 10-15 назад, чуть-чуть вот здесь вот тут на пляже сидите, здесь я так йогой-то занимаетесь, я говорю, вот это вот и есть моя йога, с вами разговариваю, вам что-то рассказываю. Нет разделения. Помогает ли контакт с психическим существом в преодолении трудностей жизни? Я понимаю, вопрос наивен. Да это единственное, что дает возможность жить, больше ничего. Нет, ребят, дело в том, что после того, были много еще опытов таких, которых я не должна. У меня была клиническая смерть, я об этом не буду рассказывать. Нет, пожалуйста, конечно. Но и после этого я просто живу взаймы. Я в 24 года должна была, я просто умерла, у меня была клиническая смерть, я вернулась. Я только благодаря это та цель, которая, почему я живу, у меня другого нет. Нечего добавить. Я просто не могу все рассказывать. Я понимаю, конечно. Эта беседа имеет ограничения, это все понятно, конечно. Хотели бы вы что-то добавить? Нет, я бы не думала, что я бы хотела что-то добавить. Единственное, что бы мне хотелось сказать, что каждый человек просто сам знает, сам решает, но он ничего не может сделать без внутреннего божественного. Потому что только психическое существо ведет его, проводит его через все трудности, препятствия, радости и горести по жизни. И все зависит только от этого. И каждый человек может своими руками, то есть своим устремлением приблизить вот это соприкосновение, растворение в божественном. Больше ничего. Нету внешних препятствий. Есть только внутреннее. Но это не препятствие, а внутреннее это всегда работа. Все испытания, все награды, все даются только для роста. И как только человек говорит, я устал, я не могу, я не хочу, психическое вовсе подтолкнет дальше идти. Потому нету другого смысла. Все. Так что все зависит от каждого человека, потому что каждый человек в контакте. Ни одного живого существа вообще ничего нету без Бога. Без Божественного, света, который здесь присутствует. Все, больше я ничего не могу сказать. Спасибо за эту беседу, за возможность поговорить с вами. Что Спасибо это большое, Татьяна Викторовна. будет.